Видео у нас для Алексея, город Санкт-Петербург. Наносить мы будем снова Долодом лофт. Ну, такой востребованный стиль, и ничего с этим не поделаешь. Показываем способ нанесения образца, который стоит у нас в отделе. Алексей с семьей были у нас в Ижевске и выбирали вживую. Цвет выбирали, смотрели, приезжали, не поленились. И теперь мы колируем и отправляем им продукцию и показываем, как нанести этот образец. Покрываем кварцгрунт. Кварцгрунт укомплектован, заколирован в цвет штукатурки, насколько это возможно, потому что кварцгрунт и штукатурка все-таки материал разный, и колеры они воспринимают по-разному, но цвет тот, с небольшими отклонениями. Ну, то есть нельзя кварцгрунт делать зеленым, а штукатурку белую, например, да? Ну, то есть, чтобы не такого серенький, светлый, приятный такой цвет. Кварцгрунт наносится валиком с мелким ворсом. Наносим мы его в один слой, раскатывая более-менее равномерно по поверхности стены. И если где-то какие-то небольшие непрокрасы, то это не страшно в данном случае. Кварцгрунт сохнет, ну, полдня, давайте так назовем, полдня. Хотя площадь большая достаточно, поэтому я думаю, что пару дней вы будете наносить только его, только кварцгрунт. И далее, после высыхания, уже приступим к декоративной штукатурке. Углы, кстати, труднодоступные места с помощью кисти очень хорошо покрываются. Покрыли и оставляем сохнуть. После того, как высох кварцгрунт, так, давайте я обойду с другой стороны, вот отсюда, мы наносим декоративную штукатурку. Смотрите, цвет, даже не видно, что это разные материалы. Наносим однородным слоем с помощью кельмы. Кельма тоже у вас в комплекте. Слой, ну сколько, миллиметр, наверное, чтобы укрыть кварцгрунт. То есть не нужно делать очень толстый слой, но и не тонкий-притонкий, чтобы покрыла поверхность кварцгрунта. Вот так. Покрыли участок небольшой и, не дожидаясь высыхания, с помощью валика приподняли вот такую вот шагрень. Вот. Буду прям близко подходить. Нанесли слой и с помощью валика создали шероховатость. На стене вы наносите точно так же. То есть участок нанесли, валиком шагрень приподняли. Следующий сразу же участок нанесли, не дожидаясь высыхания. Два участка между собой, два нанесенных участка между собой должны соединиться сырое к сырому, чтобы не было высохшего края. Если вы долго
ну то есть нанесли и оставите этот участок нанесенный надолго, то шагрень будет создать уже сложнее, потому что штукатурка подсыхает. И это уже проблематично будет. Вот так нам нужно. То есть пока сырая. А вообще очень хорошо, если будете наносить вдвоем. Один наносит, а второй следом валиком прокатывает. И вот эту стену оставляем снова сохнуть на пару часиков. Ну, в нашем случае на пару часиков, потому что слой тонкий-притонкий высохнет быстро. Ждем высыхания. После того, как высох слой, наносим второй слой. Наносим второй слой. Акриловая штукатурка пастообразная. Оставляем небольшие кратеры. Можно наносить крестообразными движениями. Можно как удобно. Смотрите, как вам будет удобнее. Должны оставаться вот такие вот небольшие пустоты. У нас много видео похожих в последнее время на канале, но это по просьбе зрителей, по просьбе даже не зрителей, а наших покупателей. Поэтому кому-то будет полезно. Может быть, и что-то новенькое, скажем. Количество пустот вы можете регулировать. Больше-меньше. Где-то нужно добавить, вот так и добавляем. Смотрите, на свое усмотрение. Нам гладенько надо? Так, нам надо гладенько, но иногда можно оставлять вот такие вот всякие, да, вот такие штуки. Можно искусственно создавать вот эти дефекты торцом кельмы. Вот такие, если ближе мы смотрим, вот у нас вид поближе. Вот такие пустоты нам нужны. И вот такие вот торцом кельмы мы создаем искусственные дефекты. Все это создается, пока штукатурка сырая. Расход, я считаю, что вам с запасом достаточно дан. 400 кг на квадратный метр мы считали. Это, ну, я думаю, что более чем достаточно. С небольшим запасом. Штукатурка ложится тоненько, достаточно тоненько. Кельму периодически протираете. Вот так, смотрите. Вот так. Торцом кельмы. Вот так.
и заглаживаем. После того, как нанесли, оставляем сохнуть. На сутки можно оставить до полного высыхания. Очень приятный серый цвет. Мне кажется, что должно вам понравиться. И в процессе, когда будете наносить, видео для Алексея, напомню, товар отправляется в Петербург. В процессе нанесения вы будете звонить, писать, консультироваться, что где непонятно. Мы будем вас сопровождать. Сейчас оставим сохнуть на сутки. После полного высыхания декоративной штукатурки лучше ее защитить лаком. И лак тоже в комплекте. А те, кто еще не приобрел, то лучше приобрести и лак, чтобы был в комплекте, скажем так. И покрываем с помощью валика, аккуратно раскатывая по поверхности стены. Вот чтобы вот такого вот не оставалось. И чтобы оно было все хорошенечко раскатано, без стекающих капель. Защищаем поверхность. Лак не дает никакого эффекта. То есть он, я бы даже сказала, что после нанесения его не видно. Он не глянцевый. Ну, что еще сказать про лак? Защитное средство и все. Покрываем. Вот так лучше видно. Раскатывая по поверхности стены валиком с мелким ворсом. И ваша стена готова. Лак сохнет сутки. Можно мыть. Пылесосить. Ну, то есть стена хорошо эксплуатируемая, поддается и уборке, и очень выгодное, в общем-то, покрытие для стен. Очень выгодное, на долгие годы. Она служит долгие годы, штукатурка декоративная. Ну что, вот так вот выглядит она. Подальше отойду, покажу издалека.